Приветствую вас, друзья! И мы продолжаем наше путешествие. И в этом видео мы будем исследовать состояние мира астрального. Кто не посмотрел, рекомендую посмотреть предыдущее наше видео, потому что мы уже будем переходить непосредственно к практике. Я предлагаю сначала мы послушаем, исследуем, ну а потом уже немножко дадим описание того состояния, того соответствия, что он выражает. Итак, готовим нашу ручку. Мужчины, напоминаю, левую, женщины правую. Мы исследуем два состояния астрального мира. Это нижний астральный мир и верхний астральный. Я потом объясню, почему это важно. На самом деле каждый из миров, он имеет достаточно такую, скажем, многослойную структуру. Его можно подразделить на много больше миров. Но это мы не ставим сейчас такую задачу перед собой. Нам нужно просто познакомиться и понять соответствие. А уже другие вопросы мы, возможно, будем исследовать, изучать уже позже. Итак, настраиваем нашу ручку. Я левой рукой, мужчины левой, женщины правой. И настраиваемся на состояние астрального мира нижней части, то есть нижний астральный мир. Сознанием своем направляем исследовать эту информацию и отражение этого мира, ту информацию, которую несет, воспринимаем на нашей ручке и слушаем, что отражается на нашей руке. Кому нужно, поставили на паузу, но долго не зацикливаемся на исследовании этого мира. Достаточно соприкоснуться. Первое, услышать опыт, и этого достаточно. Все, вытираем ручки, отпускаем то, что мы почувствовали, отпускаем то исследование, которое мы провели, и настраиваемся на верхнюю часть. Верхняя часть астрального мира, и по тому же принципу сознание наше направляем на восприятие этого мира. Ручка наша как локатор улавливает отражение этого мира. Кому нужно, поставили на паузу, послушали. Ну а мы переходим к объяснению. Можно для себя на листочке, как мы уже говорили, записать информацию, которую мы восприняли, для того, чтобы потом сверить, и для того, чтобы вы утвердились в том опыте, который вы услышали. Итак, астральный мир соответствует чувственно-эмоциональной сфере человека, которая представлена как в нас, внутри нас, так и в окружающем мире. Это уже информационный мир, тонкий мир, но это мир искаженной информации, искаженного знания, который человеку нужно будет преобразить внутри себя и вовне. Вибрации можно услышать от этого мира очень неприятные, особенно нижней части астрального мира. Как правило,
активизируется нижняя часть руки, вот от большого пальчика, вот так вот определенной такой полосочкой. Вибрации неприятные, вибрации агрессивные, тяжелые, так как этот мир скажем так, является местом обитания существ. В каждом мире живут существа, и в этом мире существ, тех, которые можно назвать падшими ангелами. Ну или по-другому, как говорится, демонами. Этот мир очень, скажем так, заинтересован к тому, чтобы мы застряли где-то в своем развитии, чтобы мы не шли, чтобы мы остановились здесь. Он очень агрессивный, и сознание многих людей, к сожалению, попадает в зависимость этого мира и проживает в этом состоянии. Это все, скажем, такие агрессивные проявления, агрессивные структуры, это состояние обмана, ненависти, в общем, все порочные качества. Когда человек начинает, скажем так, жить в резонанс с этими качествами, он живет в соответствии с этим миром. Этот мир даже может поддерживать часто таких людей, давать им и богатство, и способности там, и так далее. Но его единственная цель – это завладеть человечеством также, поработить его и втянуть в свое соответствие. Здесь мы можем найти для себя ответы очень многих людей, которые владеют сверхспособностями некими способностями ясновидения, условно ясновидения, потому что на самом деле искажение, которые могут своим сознанием входить на контакт с этими мирами. Они, я повторяюсь, являются тонкими, информационными, и они могут действительно давать некую информацию о прошлом, о будущем, о теперешнем. И, к сожалению, большинство всех людей, которые владеют этими способностями, этими, скажем, сверхспособностями, находятся как раз, по сути, на крючке у этих миров. Для чего мы это изучаем? Для того, чтобы вы понимали. Мы говорили в самом начале, что главное – это ваша способность обрести различать. И когда вы собираетесь идти там на прием к кому-то, на контакт, когда вы слушаете какого-то там учителя, гуру там и так далее, вы можете, владея уже этой практикой, себе на листочке прописать, какому миру соответствует то или иное знание, то или иная способность, то или иное состояние, послушать и получить ответ. И понять, если человек вам дает информацию, которая даже может подтверждаться, которая может даже как бы помочь в чем-то, но ее суть – это посадить просто на крючок. Владея собой, владея этой способностью, вы способны определить это, решить и не попадаться на это. Но это очень долгая, трудная работа, потому как самому нужно прийти дальше. Немножко еще добавлю о верхнеастральном мире. И если вы прочувствовали, этот мир более легкий, этот мир более такой
скажем так, красочный, потому что если вот кто-то обладает способностью воспринимать в цвете, там звуки и так далее, то если нижний астральный, это такие коричневые, темно-красные, багровые, такие с темным, с темно-серым, такие цвета и вибрации, то верхний астральный уже может представляться более красивым, такой калейдоскопом красок, переливчатым, но нестабильным. То есть нестабильным сочетанием цветов, которые мигают, переходят один в другой, и нестабильное состояние. И в этом является такая ловушка этого мира, потому как, знаете, когда вот видно, что та или иная структура, та или иная организация или человек явно находится в таком низковибрационном состоянии там, и так далее, и там грубость, насилие присутствует. Да, это легко определить, и ну, скажем так, тут не нужно даже и слышать, и различать вибрации, это и так понятно. А вот верхний астральный мир, он часто ловит людей, которые настроены действительно идти к развитию, действительно идти к познанию, действительно идти к божественному. И он ловит это на вот таких вот приятных чувственных оттенках, приятных чувственных состояниях. Очень многие, уже имея, скажем так, возможности сегодня путешествовать в мире, едут в разные восточные страны, в Индию, там, где очень много представлено этих знаний, гуру там и так далее. И там все так приятно, красиво расскажут, оно так хорошо обволакивает, так душевно там и так далее. Но все это не соответствует божественному. Это временная такая, скажем, таблеточка, которая приносит маленькое счастье, но все с тем же, скажем так, внутренним мотивацией, запросом посадить человека, просто человека уже более, скажем так, который подошел к более высоким сферам своего сознания, и он тоже ловит через эти моменты. Что хотелось бы еще обратить внимание, ну, если так вот в мире, как это проявлено, нижний астральный мир, это вот если через музыку выразить, это вот такой тяжелый рок, это какой-то вот этот тяжелая техномузыка, такая полностью зомбирующая там и так далее. Человек, когда идет, слушает эту музыку, входит в контакт, естественно, его сознание втягивается в соответствие этого мира, естественно, через него этот мир начинает действовать. То верхний астральный мир, он уже такой более чувственный, более душевный, он уже говорит о любви, о каких-то отношениях, но эта любовь такая всегда временная, тут любит, тут не любит, тут ревнует, очень приятно, очень то, что мы любим, вот эти все сладости, шоколадочки, то есть вот это вот все, но это все, чтобы поймать только человека на этот крючок. Интересный очень момент, то что верхний астральный мир, существа верхнеастрального мира, там тоже живут падшие ангелы. По сути, это одни и те же, они могут переходить просто с одного состояния в другого. И они очень часто ловили духовных подвижников, которые шли к Богу. Они часто являлись в образе ангелов, в образе существ божественного мира, божественной матери или какого-то пророка или аватара, и там говорить: вот какой ты молодец, вот ты сидишь в медитации, я пришел к тебе, ты так продвинулся. Это все делалось
опять-таки для того, чтобы понять их на этот крючок самолюбия, чтобы человек такой, ну да, вот же ж я вот слышу ангелов, я вот там слышу там еще кого-то там и так далее. И в нем начинала, ну, по сути не начинала, а возвращалась формироваться эгоистическая природа, которую не отпускала. Ну, об этом мы будем говорить уже дальше. Главное, что вы поняли этот смысл, и мы переходим уже в следующем видео к нашему дальнейшему познанию.